Грязный мальчик по имени Джейк вошел в огромный банковский холл, будто в мир, куда ему не полагалось ступать. Его рваная футболка едва держалась на плечах, штаны были порваны на коленях, обувь представляла собой набор грязных тряпок. Он выглядел так, как будто жил на улице уже много месяцев. В руках он сжимал помятый лист А4, единственную вещь, которую он берег как сокровище. У стойки стоял сотрудник банка, ухоженный, уверенный, в дорогом костюме. Его улыбка стала шире, когда мальчик подошел ближе. Джейк протянул листок, едва осмелившись поднять глаза. Сотрудник бросил взгляд на бумагу, запрос на проверку счета, и громко расхохотался, так что звук разнесся по всему лобби. Несколько сотрудников в фоне обернулись, а двое бизнесменов тихо переглянулись, усмехаясь. Но когда мужчина ввел данные в систему, его смех оборвался. Взгляд стал стеклянным. На экране сияла сумма в $1 миллион. Он несколько секунд не мог выговорить ни слова, вглядываясь в цифры, которые, казалось, не должны существовать. Но система подтверждала. Счет принадлежал мальчику, который стоял перед ним, словно призрак с улицы. Эти деньги появились на счете не случайно. Годы назад отец Джейка, Ричард, был инженером-разработчиком. Он создал уникальный алгоритм для оптимизации логистики. Код, способный принести огромную выгоду любой крупной компании. За его покупку завершали переговоры, и по договору первый платеж – $1 миллион, должен был поступить сразу после подтверждения всех юридических деталей. Но Ричард погиб в аварии до завершения сделки. Мать Джейка умерла вскоре после него, и мальчик провел годы между приютами и улицей, даже не подозревая, что правительство и юристы продолжают разбирать бумаги его отца. Когда проверки наконец завершились, деньги автоматически были отправлены наследнику. Карточку, которая пришла по старому адресу, Джейк нашел случайно среди вещей своей матери, даже не понимая, что это. И вот теперь он стоял в сияющем холле, держа в руках свой измятый лист А4, а сотрудники банка смотрели на него уже не сверху вниз, а с изумлением и легким страхом. На улице он был никем, но здесь, перед экраном, цифры говорили за него. Для мальчика это был не конец страданий, но первый настоящий шанс. Судьба, долго игнорировавшая его, наконец открыла ему дверь, неожиданно, громко и так, что сам зал банка стал свидетелем его первого шага к новой жизни.